Мы сейчас дрессируем нашего Чупи. Бить это вообще, ребят, не кормить тоже не про нас. Чупи. Короче, вы ничего не поняли. А у нас начинается сезон вкусного мороженого и большие пачки, чтобы обязательно были. Саша уезжает на этой неделе, у него будет командировка. Он едет в Болгарию, в Софию на 5 дней. Поэтому мы работать будем не полный рабочий день, надеюсь. Ну, так, посмотрим. после обеда пойти потусить. Мы до сих пор еще ничего не знаем с картой побыта, ребят. Надеюсь, нас не выпрут в Польше. Ребята, видела вот такие вафли в Лидле. Ой, они такие вкусные, тоненькие. Но они стояли в отделе, вот где мороженое. Просто невероятно. Я хотела вторую пачку, но мы сегодня были в Лидле, и я забыла про нее. Ну, потому что они очень вкусные. Но осталось чуть-чуть, ладно. Сколько есть. Но их я редко очень вижу. Не знаю, один раз только видела их. И вот и купила, собственно говоря. Чупи! Что вы делаете, мистер? А будешь сюда лапки ставить? Будешь? Ой, молодец, молодец. Уже игрушку погрыз, видно. Собственно говоря, что я включилась, хотела вам рассказать. Что мы сейчас дрессируем нашего Чупи по очень интересной методике. Называется кликер. Клик, еда, команда. Или... Да, мы прочитали книгу. Мы прочитали книгу, и нам очень понравилось, и мы решили попробовать тоже, потому что воспитывать наказанием каким-то мы точно не хотим. Игнорировать его, ну, тоже типа наказание, мы тоже не хотим. Бить это вообще, ребят, не кормить тоже не про нас. А кликер это как бы и ничего плохого, да, Сашка, ты не делаешь. И наоборот, он как бы зарабатывает еду за хорошее, ну, как бы за команды, которые он делает. И вот сейчас мы учим, чтобы он всегда откликался на имя и чуть что бежал на имя. Вот он слышит там Чупи и не... О, видите? Подорвался. Блин, вы не видели. Он подорвался и побежал прямо. Вот чтобы он вот беспрекословно просто подчинялся командам. Вот мы, короче, его сейчас воспитываем. И сейчас я хочу показать, как это происходит. Значит, мы подготовили, как и в книге говорится, 5 кусочков по 5 кучек. И потихонечку нужно один кусочек бросать в тарелку и кликать, и Чупи должен выполнять команду. Короче, наблюдаем. Такое мясо у него вкусное. Вот есть подопечный Чупи. Он уже знает, если ставишь сюда тарелку, то это значит, нужно выполнять какие-то команды. У Саши кликер. Покажи, Сашка, кликер. Вот так он выглядит. Ну, лишний раз нажимать нельзя, но вы услышите. Ну, там были крошки, он вылез. Да. Я оставила ему специально крошки от мяса. Чупи! Молодец, хорошая собака. Гуляй. Иди гуляй. Чупи, идем гулять. Короче, надо его отвлечь. Но пока это невозможно. Там очень вкусные кусочки мяса. Надо, знаете, найти такую вкусняшку, за которую вот он... Готов на все. Готов на все. И мы в поиске такой вкусняшки, но думаю, что мы примерно что-то нашли. Так, ну, в принципе. Можно начинать. Видно? Ну, не очень, но я буду стараться. Иди гуляй. Чупи, иди гуляй. Чупи, гуляй. Чупи. Короче, вы ничего не поняли. Методика. Ну, не видно, просто оно не видно. Да, я дальше отсяду. Когда питомец делает желаемое действие, нужно нажать кнопку и через там буквально доли секунды бросить кусок лакомства. И он тогда чтобы понимает, да. Послушность, клик, награда. Угу. И таким вот второй день, и у него уже есть, как это сказать, продвижение. Он уже намного лучше на имя реагирует. Бля. Смотрите, насколько вот сообразительный пес, он уже знает и ждет. Хотя ему надо гулять, но он ждет. И мы ждем. Чупи, мы ждем. Видите, вот даже просто в разговоре Чупи он уже отзывается. Потому что он должен знать. На самом деле он уже давно знает, как его зовут. Только откликается не всегда. Чупи. Во, примерно увидели. Ну, желательно попасть в тарелку, но не важно. Ой, вкусно, как с двумя щеками трещит.
Там же ничего нет, Чупи. Чупи. Вот. Вот вы поняли, да? Чупи. Он реагирует, посмотрел Сашке в глаза, и Сашка бросает еду. Так? Так. Ну вот так, ребята, мы его и воспитываем. Сейчас такие предварительные взгляды. Ну да. Сейчас такой, ну когда будет... Чупи. Видите? Главное, он реагирует. Не отвлекает. Да, не буду отвлекать. Он на себя дернулся и ждет, может, награду. Ну все, не буду отвлекать. Да. Все, хорошо. Все, не трогаю. Молчу вообще. И поскольку наш пес самый хитрый, он тут уже придумал стратегию, как добыть вкусняшку быстрее. Короче, он обычно просто садится и ждет и смотрит, когда будет действие, приводящее к вкусняшке. Вот. Оп. И смотрите дальше, что он делает. Он не идет, отвлекает, а там своими делами занимается. Если я буду 10 минут ждать, и он будет ждать 10 минут. Смотрите. Сел поближе и смотрит. Так, ждет. так. Я ждала минуты 2, думала, ну уйдет. Ну 3. Не уходит. И вот он сидит, вот, никуда не уходит, ждет, пока будет клик. Ну и будет в разные стороны смотреть. Типа делает вид, что не обращает внимания. У нас сейчас упражнение на клик. Да, его не видно, конечно. Пятно темное. Да, он должен реагировать на клик. О, видите как? Реагирует, он сразу... Ой, что? Да. Ну вот так. Всё. Пока что все работает. Молодец! А у нас начинается сезон вкусного мороженого и по большим этим пачкам. Большие пачки, чтобы обязательно были. И чтобы его было много. Еще у нас лежит этой же фирмы. Это наше любимое мороженое. В Лидле он продается. Вот эта фирма, как она там? Джелателли. Мы ее обожаем. И, короче, от этой же фирмы мы еще взяли такое манговое мороженое. Тоже очень вкусно. Такой фруктовый лед. Прям вообще. Бах. Вот это мороженое мы ели, но такое неплохое. И вот эти два еще не попробовали. Надо попробовать и рассказать, вкусно или невкусно. А вообще, собственно говоря, что я включилась? Мороженое я уже показала. Чупи, я слежу. Подождите, он хочет что-то нафигачить. Не, Лех. Я еще котлеты жарю. Саша уезжает на этой неделе, у него будет командировка. Он едет в Болгарию, в Софию на 5 дней. И мы в это время будем вот с этим сладким чумардосиком. Я не буду ходить на работу неделю. Потому что, его оставить одного, это просто нереально. Это просто невозможно. Был бы он побольше, и побольше бы он был... Сашка пришел. И побольше бы он был с нами, то, очевидно бы... И точнее, если бы мы его приучили быть одним дом, то, конечно бы я, работала бы эту неделю. Но так как у нас ничего не получается, поэтому будем с ним отдыхать. На самом деле, я ужасно сонная. Я так хочу спать. У меня вчера работа была к 7. Сегодня мы встали рано утром, потому что надо Чупи было прогуляться с ним. Я не могу такое смешно. Мы ждем, пока он в туалет сходит. Сидим возле его пеленок, контролируем. Потому что мы знаем, что он хочет. Только он не делает ничего для этого. Вот. И поэтому неделя будет одна. И Сашка, дай бог, Сашка поснимает что-нибудь в Софии, потому что это очень интересно. Он сказал, что... Короче, он сам все расскажет. Что я вместо него говорю, правильно? И мне, кстати, опять сейчас собираться на работу. Вот я не люблю вторые смены только из-за того, что надо себя заставить одеться, выйти, плюс всегда недосып. Ну, конечно, когда приходишь на работу, уже этого всего нету. Там уже все как-то берешь себя в кучку и работаешь. А вот до этого, конечно, вообще сложно. Была на работе, увидела у нас там женщина, купила голубику. Я, узнала, где она купила. Купила она ее в магазине Бедронка. И я тоже решила, у нас там недалеко Бедронка, я тоже решила сходить, купить. И это очень вкусная ягода. Я вот не знаю, сейчас какой-то сезон вот этой голубики, потому что зимой она продавалась там по 125 грамм, а сейчас она продает, то есть вот за такое ведро 500 грамм, она продается 9,99, то есть 10 злотых. Я считаю, что это очень
ну, такая неплохая цена, плюс это очень вкусно. Ну и еще мой любимый, это вот эти вот маленькие помидорки, тоже на скидке. Вот такое ведро, 500 грамм, 7 злотых, тоже классно. Так что вообще, сейчас мне нравится, что сезон этих боровок, я их открыл для себя вот именно в Польше. Ну, конечно, в Беларуси пробовал, но их так не продавали в таком доступе. Везде сколько хочешь, их покупай. Вот тут в каждом магазине они есть. Вот сейчас прям сезон. Поэтому я не удержалась, очень вкусно. Пока я... Чупи, что ты делаешь? Чупи, иди к Саше. О, медведь. Свинтус, реально, он так ест. Фу, какой грязный. Какой грязный Чупи. Саша его вытирает. Так вот, ребят, пока я тут буду есть голубику, в одно лицо точить, я не поделюсь ни с Сашей, ни с Чупи. Вот, кстати, грязную. Я могу есть грязные ягоды, Саша не может, я с удовольствием. И это, Сашка, расскажи, я обещала, что ты расскажешь про свою командировку. Ну, короче, уезжаю на неделю в Софию. Ну, как бы рабочая командировка, но работать мы будем мало. Больше тусить? Такой тимбилдинг, немножко поработать, немножко обсудить вопросы, погулять, провести вместе время. Все оплачено. Угу. Командировочные дают. Все билеты уже есть, отель хороший. Это, Сашка, ты обещаешь нам чуть-чуть поснимать? Да. И что-нибудь привезти. И что-нибудь привезти? Офигеть. Но мы ждем. Должно быть классно. Ну, по крайней не, мере, я уверена, что будет у классно. меня первый раз такое. Ну да, ты еще никогда не ездил вот именно в такую Да, рабочую это, поездку. Конечно, это не корпоратив, что чисто там отдыхать Угу. где-нибудь в теплом месте, но я думаю, мы так будем работать Отпусти, он может лечь хочет. по несколько часов. Он да? спрыгнуть хочет, ребят. Естественно. На зло. Всё. Да, не хочет. Плюх, все, пошел, поесть, у него еда. Ему некогда, ну. Ну, у нас, ну вот, получается, в пятницу у нас уже будет нерабочий день, мы в пятницу возвращаемся домой. Прилетаем И туда буду в ждать. воскресенье, возвращаемся в пятницу. Понедельник, вторник работаем, в среду выходной. Такой день пойти по День тюлень. достопримечательностям. И в четверг еще немножко работаем. Он ананас хочет. Ну. Ну вот, посмотрим. И то, я думаю, мы работать будем не полный рабочий день, надеюсь. Ну, А так, уже посмотрим. после обеда пойти потусить. И получается, суббота, воскресенье, выходные. Потом у тебя, когда ты Да, приезжаешь, и будешь отсыпаться. От такого, там, я не знаю, крутого тусича. Ну, посмотрим. У нас, Рабочего. получается, кроме меня еще 3 поляка едут. Угу. И наш англичанин, землит. Ну и 2 болгарина, которые там живут. На каком языке вы будете? На английском или на Конечно. польском? На Не, английском. ну, пока мы будем лететь Угу. и в аэропорту встречаться с поляками, я попробую на польском, конечно. А уже в Болгарии будем на английском. Вообще Мгм. интересно, наверное, что из всех только я буду более-менее понимать болгарский язык. Ну да, он очень Там все-таки же похож кириллица. на русский. Да. Это еще, знаешь, что вспомнила? Когда ты говорил про языки, что кто-то нам там спрашивал у нас, будет ли знать Чупи еще польский. Ребят, ну он, наверное, что-то будет догадываться, потому что к нему подходят часто как и поляки, так и русскоговорящие люди, и мы разговариваем на польском. Между собой, соответственно, 100% времени мы общаемся, конечно, все-таки на русском. Но иногда там на польском, но между собой там мы всегда на русском. И не факт вообще, что он понимает хоть какую-то речь, Он, ребят. да, Ну, просто интонации. ну, он не какие-то понимает же созвучия. слова, да. Ну, Чупи! Чупи он понимает. Да. Молодец. Молодец, молодец. Он собирался бежать, но остановился. Чупа-чупс! Не среагировал, молодец. Так он не Чупа-чупс. чупа-чупс. Чупи! Молодец. Молодец, Чупи. Ребята, Жаль, без вкусняшки. Так смотрит. ну, а где вкусняшка? У нас же такая система, мы его благодарим вкусняшкой. Когда он что-то сделал, то мы ему так в рот бах, вкусняшку, такой ням-ням-ням-ням. Да. А, еще прикол про Болгарию. На.
Там же да и нет. Наоборот? Эти жесты, да. Как- Вот это да, а вот это нет. А я не знала. Это же неприятно так. Это единственная страна. Ну. Говорит, мы сами не понимаем, почему так произошло. Это же нелогично Вообще. даже. Нет. Нет. Мгм. Ну, типа, Ну-ка скажи нет. кафешки придут, вам там, ну, еще порцию Хербатка. такой. Мгм. Они, о, пожалуйста. Ой, я еще слышала про болгарский, что там Не, подожди. Помнишь про вино? Я рассказывала. Бокал. Бокал — это кувшин. Ну, то есть наоборот. Так что не закажи себе бокал вина, Сашка. Принесут тебе бидон. И приедет пьяненький, Сашка. Так, что там делаешь, Чупи? Ну, в принципе, наверное. В принципе, вот такие новости. Я Просто буду с первая Чупи одна. командировка. Да. Надеюсь, не последний. Ну, я хочу, конечно, в Англию попасть. Таким же образом. О, Мои дай коллеги бог. были в Мгм. прошлом году осенью. А я под вопросом. Знаете почему? Потому что мы до сих пор еще ничего не знаем с карты побыта, ребят. Вообще, у нас Это больная остается тема. мало. Надеюсь, нас не выпрут с Польши. В Лодзи система вообще не работает. Мгм. Там все агентства пытаются дозвониться. Один день в неделю дается позвонить, записаться на подачу. Что за бред? А потом на следующей неделе ты можешь записать только своего родственника. Ну, то есть жену. Ну да, для Что за родственников ерунда? тоже один день в неделю, только другой. Да что за ерунда? Ну, естественно, если ты дозвонился, ты не можешь Мгм. записать нескольких человек. Каждый раз один А в дозвон, агентстве один там много человек. людей, скорее Да. всего. Да. И, видимо, мы не в приоритете. Да, пока да. Хотя у нас уже заканчивается виза. Ребят, короче, если нас выпрут, значит так и должно быть. Поедем с гордо Да, в поднятой Болгарию головой. поедем. Я Болгария. разведываю. Там без виз. Ага. Вот. А нет, там нужна шенгенская. Мгм. Так что пишите в комментариях, куда можно без виз Ну, в Грузию, еще попасть. в Сербию. можно. Блин, капец. Я в шок, надеюсь, наши шутки будут просто шутки. Я, знаешь, сейчас поняла, что ребят, скорее всего, слушают, как я чавкаю. Да. Ребят, ну просто очень вкусные ягодки. Тут таскаю. Ну ладно тогда. Да. Будем говорить пока. Да, пока я что-нибудь поснимаю. В Мгм. следующем видео, я думаю, покажем немножко. Да. Будет видно. Будет видно, ребят. До побачення. Пока. Па-па!